Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, рад видеть. Взаимно. 1 августа. 2/3 лета позади. Вот перешагнули мы этот рубеж. И перешагнули с опять каким-то возрождающимся переговорным треком. Рубио говорит, ему Трамп дал задание в ближайшие недели на переговоры. Но переговорами и не пахнет. Удары усиливаются. Удары серьезные по украинской территории. Зеленский публикует сводку ударов по российской. Там Башкирия по Уфе полетела, сухогруз или там корабль Янина, да, 100 тысяч тонн груза для Росатома ушел на дно. Гордость, победа. Ну и украинское судоходство загибается. Удары за ударами по судам. Удар прошлой ночью по Киеву, да, который так переступил или сделал шаг в август, тоже такой позорный для украинского ПВО. А Зеленский это использует в том ключе, чтобы, мол, смотрите, дайте патриоты, дайте еще что-то. Люди лишаются квартир, гибнут, страдают, экономика трещит по швам. Ну, слушайте, какие-то странные итоги вот этой эскалации 2 месяцев лета войны, и мы плавно же подходим к окончанию 40-дневной операции по принуждению к миру России. Какие выводы основные вы, военные, можете сделать из того, что происходит сейчас в этом противостоянии? Ну, принуждения не будет, это однозначно. То есть можно об этом говорить сколько угодно и на любом другом уровне, но Россия не та страна, которую можно к чему-то принудить. Вот это самое главное. Я причисляю ее к странам с фактическим суверенитетом и независимостью. К таким же странам я причисляю и Китайскую Народную Республику, и Корейскую Народно-Демократическую Республику, Индию. Вот. То есть нынешнему премьер-министру Индии тоже пытались слишком многое навязать. Нарендру Моди, я имею в виду. Вот. Ничего не вышло. То же самое и Путину. Принудить Путина к чему-то, к какому-то перемирию сейчас воздушному, которое муссируется просто-таки со всех щелей и утюгов. Что вот-вот-вот сейчас вот Трамп и Рубио, вот буквально госсекретарь США, заявил о том, что мы начинаем новый раунд переговоров. Там, вначале эти два зятек и друг детства едут в Киев. Вот, и во всяком случае планируется пока что такая поездка. Не знаю, для чего только, вот мне это непонятно. Что они там хотят увидеть или услышать от Зеленского или от кого-то еще? Зеленский, в принципе-то и в Киеве бывает час от часу. Вот. Он в основном живет либо в Европе, либо на других континентах. Но это другой вопрос. Сейчас, действительно, вы правильно упомянули, Украину абсолютно отрезали от моря. Причем в прямом смысле этого слова. 31 торговое судно. Сюда входят и танкеры, и сухогрузы, и балкеры. Причем это суда не украинские. Это суда, зафрахтованные Украиной у других стран. Вот кто будет расплачиваться за эти потери, это тоже вопрос большой. Потому что эти суда были застрахованы, но не подпадали под эту статью, что они будут уничтожены российскими ВКС там, или российским флотом. Как здесь будет Украина выкручиваться? И уже сегодня, на сегодняшний день, судовладельцы, мировые судовладельцы вообще не хотят говорить с Украиной на эту тему. То есть снабжение военной амуницией, боеприпасами, боевой техникой, дронами, которое шло с Черного моря, по Черному морю в Украину, на сегодняшний день можно сказать, что отсутствует. Есть и второй вопрос еще очень важный. Украина была мощным экспортером зерновых, в том числе пшеницы и кукурузы. В этом году пока что я доверяю тем экспертам, которые есть на Украине. Они говорят, что урожай был неплохой. Хороший был урожай на Украине, несмотря даже на войну.
Вот. Но, тем не менее, на сегодняшний день Украине сбывать эту продукцию не на чем и некуда. Вот в чем дело. Потому что как только какое-то судно попытается зайти либо в Одессу, либо в Черноморск, либо в Николаев, оно будет потоплено. Причем заметьте, что интересно, избирает Российская Федерация, опять же, какой вот я отмечаю тонкий подход в этом деле. Ну, казалось бы, у России в Черном море есть прекрасные 6 подводных лодок типа «Варшавянка», вооруженных самым современным оружием, в том числе и торпедным. Но если брать по цене торпеду и беспилотный летательный аппарат, в разы дешевле, конечно, беспилотник, который бьет по ходовой рубке, она вся выгорает вместе с коммуникациями судовыми, проводкой и так далее. И судно все, оно обездвижено, оно плавает как поплавок. Вот. Естественно, при пожаре таком его потушить практически судовыми средствами невозможно. Слишком большие площади. А торпеда, она в разы дороже. То есть, это, с одной стороны, Россия как бы заботится, как бы это ни смешно звучало, об экологии, да, Черного моря, не засоряя его этим железом. А с другой стороны, действует действительно очень эффективно. 31 судно уже выведено из строя на пути в Украину. Вместе с военными грузами, я подчеркиваю. Так что потери бюджета вот в этой связи, в экспорте своей же продукции, хоть какой-никакой, на сегодняшний день на Украине уже ощущаются. Но опять-таки, тут же тоже момент. Признавать потери, не признавать потери. Он А это Зеленский... никого не волнует. Нет, ну Зеленский Господи. возьми, выдал у нас 50 тысяч погибших убитыми, а у россиян Ну да, потери да, да. 1 Зеленский, 600 000. кстати, сегодня еще и выдал, что сбита украинская баллистическая ракета последним Патриотом. Вот понимаете, вот в чем человек ограничен? Вот он заточен на эти Патриоты, как на тот же рояль, где он бил по болтом по нему. Вот все, больше шутки на этом у него заканчиваются. На Патриотах. Больше его ничего не волнует. Почему? Потому что они дорогие, понимаете? Вот ему подороже что-то подай, вот, чем, собственно говоря, и Соединенные Штаты сами-то на сегодняшний день не обладают, потому что слишком много было поистрачено на Ближнем Востоке. Мы видим, как США захлебываются в этих двух фронтах. США ведет войну вот сейчас на два фронта. Это Ближний Восток и Украина. И они всячески пытаются на сегодняшний день, и заинтересовали в этом и киевский режим, чтобы связать это воедино. Чтобы Иран воевал и с Украиной в том числе. Понимаете? Вот какие планы за океаном рождаются. Ну, я не хочу дальше углубляться в тему Испании. Там отдельная тема, вот, на которой можно было бы и стоило бы поговорить. Для чего это нужно было Европе? А сегодня печальная очень дата, очень печальная. 1 августа, начало Первой мировой войны, в результате которой погибло только военных 10 миллионов. Приблизительно от 5 до 10 миллионов гражданских лиц. А демографические потери были впоследствии ощутимы у 20 миллионов человек. Вот к чему приводят такие войны. Что Вторая мировая война, ну, известно, что Советский Союз потерял более 27 миллионов человек. Только Советский Союз. И это еще не предел тем исследованиям, которые ведут на сегодняшний день ученые. Потому что многие документы засекречены не только в России. Они засекречены и в Европе. Что там творилось? Кто помогал фашистскому, нацистскому режиму Гитлера? А уже становится просто-таки правда такая, знаете, опять же, все нити в США. Как тогда, так и сегодня. Вот оттуда все ниточки тянутся. Мы же помним, кто такой Гарри Форд и какие у него были отношения с Гитлером. Вот все вот эти промышленники, миллиардеры пытались укрепить фашистский режим. И не только Гитлера, но и Муссолини.
Но Ну, и Франко. не складывается по последним заявлениям и действиям, словам, Ой, по крайней Саша, мере, все Трампа, складывается, я вас что, уверяю. например, Зеленского укрепляют. Ну, вот смотрите, он сейчас там, ну, Но по его крайней и мере, не убирают, Александр. ну, Вот опять-таки, вы же помните, да, какое влияние было американцев на Майдан 2014-го? Колоссальное влияние. Там и деньги были, там все, что политтехнологии. Маккейн вообще в Киеве поселился, ночевал. Понимаете? Сегодня Зеленского не убирают. Он приспособился в 2019 году после выборов сразу же, моментально. Ему объяснили ситуацию. Мол, парень, то, что ты говорил перед выборами, там, в предвыборной своей кампании, ты об этом забудь. Тебе придется уничтожать Юго-Восток, так как это было запланировано, потому что там основной анклав русскоязычного населения, славянского населения. Вот это ему все сразу объяснили. Поэтому его не собираются и сегодня убирать. Да, есть определенные, скажем, трения, неувязки, разногласия даже, понимаете, но никто его не отказывается финансировать. Хотя, конечно, разговоров на эту тему много, и Зеленскому хотелось бы получить как можно больше. И он уже очень многое получил. Куда эти деньги ушли, еще мы не знаем. Досконально мы не знаем. Тут как раз тоже интересная тема с Арахамией, вот этим чепушилой, считающим себя политиком, возникают. Вот тоже, да, вот кого не возьми, да, из окружения Зеленского, ну просто такие, нет ни одного чистого, честного лица. Вот все, кто его окружает, все в чем-то замешаны, завязаны. Либо на крови, либо в грязи какой-то, либо в каких-то коррупционных схемах. Вот это США и нравится, понимаете? Им это надо. Когда на Украине будет все хорошо, и коррупция исчезнет, это для них горе будет. Потому что это сосед Российской Федерации, причем на самый главный сосед, на западе России, даже не на Дальнем Востоке. Вот. А это буфер своего рода между Европой и российским государством. Это для ну, них очень опять-таки, важно. смотрите, Сибига, вот, например, рассказывал вчера о том, что ситуация в Испании, в районе Гибралтарского пролива, ну, это прям чуть ли не рука Москвы. Вот. Да, да, да. Да, понимаете, то есть это все специально сделано, чтобы ослабить Европу. Сегодня Урсула фон дер Ляйен у себя на странице благодарит Зеленского за то, что 70 человек пожарных отправили. И там 15 единиц техники. Горит Франция, горит там Европа, пожары, жара. То есть и Зеленский, и так это подано было, вот он обещал, он сделал. Нет, может быть, если бы там была какая-то другая ситуация внутри Украины, это было бы еще нормально. Но о каких пожарных может идти речь, когда горел Киев, когда по телевизору в Да. Киеве говорят, вы там берите тряпочку или эту ковидовскую повязку, водичкой смочите, кондиционеры лишний раз не включайте, окна не, потому что дым. И тут уже как бы понятно, там, если цель какая-то прилетела по ангарам скорой помощи в Киеве в момент прошлого удара, ну там медспецтехника вот это, да, об этом все рассказывают и показывают, а куда прилетела на самом деле, ну вот у меня куча знакомых киевлян говорит, ну нам не говорят, куда прилетело. То есть, если там это только, условно, жилой дом, ангар со скорыми помощами, и еще какая... Ну, а что тогда дымит? А что взрывается? Ситуация в Хмельницком вчера, это же просто Шок. Да, да, да. Да. умопомрачительная история. То есть максимально закрывают рты, забивают информацию, говорят, ну что, война идет, нельзя всего знать. Так если мы этого не знаем, то, что у тебя под боком строится, собирается, как мы тогда можем оценить ситуацию и положение дел в этой войне? Сколько еще может ее продолжать Украина? Ну да, это вопрос очень важный, потому что действительно вы упомянули Хмельницкий. Это моя родина, малая родина. И я скажу, что то, что обычные граждане сняли у себя с балкона, это как раз доказывает то, что этот режим украинский, самозванный, он вообще не считается с жизнями своих граждан.
Вот. И то, что в центре, почти в центре, ну не в центре, в черте города, произошла вторичная детонация, причем такая, что даже превзошла само попадание ракеты Х-101. Понимаете? Это говорит о том, что... А что еще там есть в этом Хмельницком? А что еще есть в других городах? Что там еще зарыто, где-то спрятано и так далее? И мы видим сегодня, что Российская Федерация именно заточена на то, чтобы уничтожать эти тылы. Пока что, конечно, идет уничтожение тылов, военных тылов на территории самой Украины. А вот когда это перебросится в сторону Европы, вот тут уже можно будет говорить о том, что Третья мировая началась в полном объеме. Ну, вчера же А залетела ракета к Туску. да, вот, кстати, я только что, вы сняли у меня с языка, хотел упомянуть, что вот этот залет этой ракеты на территорию Польши, подчеркиваю, это высокоточное оружие. Наведение его не такое даже, как у артиллерии, хотя артиллерия – это сугубо математический вид вооруженных сил. Вот такая ракетная техника случайно не залетает, я подчеркиваю. Это мое личное мнение. Может быть, кто-то с ним не согласен, это другой вопрос. Я думаю, что россиянам было бы интересно Российской Федерации прощупать за вымя НАТО. И я думаю, что это они осуществили успешно, потому что вообще никакой реакции. Ну, абсолютно. Ну, какие-то отдельные сообщения. Поляки тут же через сутки идентифицировали, да, что это российская Х-101. Кстати, носитель ядерного оружия. Она может быть оснащена ядерной боеголовкой. Там от 5 до 7 килотонн. Но, опять же, никакой реакции НАТО. А как же 5-я статья? А где это все, вот этот шум, это ненависть, да, ко всему российскому? Если уже на территорию Польши падают эти ракеты. Падают. Это я так условно говорю. Хотя у меня есть по этому поводу, я еще раз говорю, свои личные соображения. Хорошо, если отталкиваться от ваших личных соображений и, ну, давайте так, назовем этот, ну, там же они собрали, там, министр обороны, Туск, вот воронку показали, идентифицировали, что это действительно Х-101, все нормально, то есть показали, они же как сказали, по нам, значит, не били, это не по Польше был удар, соответственно, ну, вот так и все. А потом Туск говорит, 100 дней осталось до чего-то в этой войне, 100 дней. То есть у нас было 40 дней, которые закончили, мы с этого начали. Сейчас от Туска 100 дней. Если это целенаправленный удар, помните, очень долго рассуждения вот эти в 22-23 году все там рассуждали, а вот Россия возьмет и выстрелит каким-нибудь маленьким-маленьким ядерным оружием, выстрелит куда-нибудь в поле украинское. И все испугаются, и сразу все закончится. Ну, так, пробник такой будет. Да? И типа вроде как какое-то там ядерное оружие, но оно маленькое, ну, в общем, это все так, пробничек. Так, а если рассматривать этот удар как пробничек, тоже выстрел в поле российской Х-101, то тогда чего добилась тогда Россия, если это, ну такое пощупывание НАТО за вымя. 4 истребителя поднимались в воздух, ничего не смогли сделать, сказали, ну, она же летит в поле, никого не убила, и хорошо. Причем F-35, заметьте, это самолеты самого современного поколения. Но я скажу так, что Россия добилась этим того, что она убедилась в том, что в случае войны полномасштабной в Европе, я, наверное, говорю какие-то крамольные вещи на сегодняшний день, многие не могут даже в это поверить и скажут, что я заболтался. Но, ребята, вы когда-нибудь в 10 лет назад могли себе представить, что Россия и Украина между собой будут воевать? Надо к этому относиться серьезно. Да, вот и не слушать один только украинский телевизор там или любой другой, а делать собственный анализ того, что происходит. Так вот, Российская Федерация добилась того в понимании, в своем понимании, что в случае возникновения этой большой войны
что, собственно говоря, ну, я не люблю это слово, но я могу предречь, что мы недалеко от этого. Мы недалеко, потому что те настроения, которые бытуют в НАТО, в Евросоюзе в отношении России, всегда уже на протяжении 5 лет к этому вели и ведут. Так никто не будет друг за друга драться в НАТО. Каждый будет за себя, я уверяю вас. И не дай бог, если дойдет речь о применении не только конвенционального оружия, но и ядерного оружия, это в первую очередь, я думаю, касается все-таки таких государств, как Великобритания, Франция, Германия, то они на перегонки побегут в Москву заключать какие-то долгосрочные миры или перемирия, или вести вообще переговоры. Так ничего Зеленский тогда сейчас не бежит. Его сколько раз звали. Да он недоумок, Александр, господи. Ну, давайте говорить серьезно. Даже если брать тех же британских или немецких политиков современных, или тех же французских, того же Макрона, ну, там хоть что-то есть, хоть что-то. Я не говорю все. Макрон, конечно, не Ширак, а немецкий канцлер – это не Ангела Меркель. Ну вот. Но тем не менее, там хоть что. Зеленский вообще за душой ничего не имеет. Я не в смысле денег. Там денег навалом. А политического какого-то видения, политического опыта, скажем так, ответственности за те слова, которые он периодически выдает. Я хотел другое слово сказать, но неважно. Вот, в эфиры. Особенно вот этой вот Лори, которая любит собачий корм жрать. Вот там вообще ответственности никакой. Он же несет полную ахинею. Причем эта ахинея не способствует мирному урегулированию на Украине. Она наоборот разжигает эту ненависть между украинцами и россиянами. Поэтому все, что, например, я вот сказал выше, оно не имеет абсолютно никакого значения для внутренней политики украинцев. Абсолютно никакого. Ну, мы про внутреннюю политику поговорим. Я хотел бы сфокусироваться на теме, что никто никого не поддержит. Слушайте, ну это же откровение прям какое-то. Оказывается, в бумагах НАТО юридически анклавы Испании не прописаны. Да, да, Не прописаны. А что да. там? Ну, то есть, сейчас испанцы делают такое, типа, ну, как СВО, но делают это мягко, все очень, они все понимают неудобное положение испанского правительства, когда залетели марокканцы. Понятно, их готовили, есть там разные версии, но все сводятся так или иначе к тому, что это то ли, ну, понятно, марокканское правительство вместе с Моссадом, чтобы угодить Трампу, то ли там прям Трамп, потому что все полетели комментировать и говорит, голосуйте за республиканскую партию. Видите, от чего вы нас, ну, от чего мы вас уберегли? Нас бы вообще Америку всю истоптали вот эти бегущие, плывущие мигранты. Но это как бы политическая сторона вопроса. А есть четкая военная сторона вопроса. То, о чем вы говорите. Вы на примере ракеты с Польшей показали, что НАТО разбегутся. Так Евросоюз, вот он разбегается. Мелани говорит, Шенген забираем. Макрон войска отправил на границу с Испанией. Это-то в свободной Европе, в цветущем саду, там, где без виз, границы, экономика. Понимаете? То есть это такой тест, который Европа не прошла. Или замнут, поотправляют их назад, где-то там в бюрократических кабинетах там какими-то на своем птичьем языке договорятся, и, в общем-то, перемелется мука будет. Но уже произошло то, что 45 тысяч уже отправили этих марокканцев с помощью вооруженных сил, там разных подразделений. Но дело ведь не в этом. Пришли, ушли, отправили и так далее. Что это показывает? Во-первых, вмешательство в дела Испании, внутренние дела Испании, пересечение ее государственных границ с помощью иностранных спецслужб. Это раз.
Я не видел никогда на этом пляже этого приморского маленького городка такое количество одинаковых спасательных кругов. Их тысячи были. Скажите, каждый марокканец, бедный, не бедный, неважно, скупал оптом, да, в Марокко эти спасательные круги. Их там тысячи было на этом пляже. Это говорит о чем? Что это было организовано. Это как картонные Майданы, да, вот с этими табличками из новой почты, картонками этими. Все организовано было. Второй вопрос, наиболее важный. Это говорит о том, что любой неугодный режим для США, я говорю о США сейчас, я не говорю там об Израиле, о марокканском правительстве, это все мелочи. Всем в мире всем этим хаосом, беспорядком рулят и рулили это Соединенные Штаты. Любой режим, любой политический строй, любой политический любого политического деятеля можно дискредитировать, а политический строй дезорганизовать и дестабилизировать. Нет такого вида вооруженных сил и ни одной такой армии нет в мире стопроцентной гарантии, где она могла бы победить то или иное государство. Всегда тут есть противовесы, все как на весах, знаете. А вот когда страну взрывают изнутри, и Соединенные Штаты это демонстрировали не раз, в Ираке, в Ливане, в Афганистане, в Египте, когда в начале 2000-х поджигали весь Ближний Восток, и в частности в Марокко. Если вы помните, сразу после вот нашего этого кровавого Майдана, там тоже возникли эта ситуация майданная. Я еще помню эту идиотку Геращенко из фракции Порошенко, которая аплодировала вот этим событиям в Марокко, что там, видите ли, народ вышел на улицы. Ну, инспирированы эти были все мероприятия, конечно, ЦРУ. Вот то же самое происходит и сегодня. Ну, и методички, они, еще раз говорю, десятилетиями работают, написаны, проверены, кровью омыты. Методички США работают по всему миру. Ну, и последнее, вот что тоже в этой связи хочется сказать. Объявленный вот этот мультикультурализм в Европе, вот эта новая миграционная политика, когда действительно США подожгли весь Ближний Восток в начале 2000-х, и тогда действительно люди спасались от войны, никем не организованные, абсолютно. Бежали через моря, проливы и так далее, пытались проникнуть в Европу, в Турцию. В Турцию вообще миллионы людей эмигрировали, спасая свою жизнь в первую очередь. То продуманная в Европе миграционная политика, продуманная, казалось бы, она на сегодняшний день дала трещину. И Европа призналась в том, что вот эти мнимые человеческие ценности, о которых они долго говорили, да, ну, родоначальником этой политики была канцлер Германии Ангела Меркель. Еще в 2005 году, как только она стала канцлером. Она говорила, Германия даст приют любому. Вот, пожалуйста, Европа на сегодняшний день от количества беженцев задыхается, просто задыхается. И это не только украинские беженцы. До украинских беженцев было массово приход в Европу из стран Ближнего Востока, Среднего Востока и так далее и тому подобное, беженцев. А уже потом пошли, конечно, и украинцы, когда здесь случились события 22 года. Поэтому вот эта провальная идея показать, что мы, мол, лучше, чем Россия, в первую очередь, они же ради этого все делали. Показать свои, как говорится, гуманитарные ценности.
И сегодня Соединенные Штаты этим воспользовались. Я еще раз говорю, я не предвзято говорю это все. Я говорю с сознанием дела, потому что знаю, как это все там, за океаном. Ведь почему против Санчеса, премьер-министра Испании, выступал на последней сессии, не сессии, а саммите НАТО Дональд Трамп? Он же его просто там смешал с грязью. Потому что Испания сказала, мы не будем вписываться в планы США по войне на Украине. Мы На не Ближнем будем этого. Востоке. И на Ближнем Востоке, да, в том числе. По Потому Украине что там как Испания... раз все нормально вписывается. Там король, Ну, там не все совсем. выделяют деньги, предприятия. Там. Говорить не значит делать. А вот, да, страна НАТО ведь отказалась быть в союзе со своим проводником, Соединенными Штатами. И Трамп недвусмысленно пообещал уничтожить правительство Санчеса. Что, собственно говоря, вот, пожалуйста, события и подтвердили это. Да, нет прямой, так сказать, улики против США, что это было именно ими организовано, но, как говорится, тут далеко к бабке ходить не нужно, надвое гадать. Вот вы так сказали о беженцах, о людях. А ведь, слушайте, я помню, ну, еще до широкомасштабной войны на территории Украины, хотя тоже тут что называть широкомасштабной, ну, до 22 года, мы в студиях аналитических там рассматривали вопросы Сирии, помните? Да, да, да. И тогда был такой эпизод, вы тоже, кстати, в этой студии были, то есть я там, ток-шоу было, я прям говорил, что, ребята, ну, мы можем стать вот этой второй Сирией, ну, можем стать. И тогда там дискуссия пошла, там вот, мол, да нет, а это как раз вот эти все были, там, Алеппо, Асад, вот эта вся история. То Да, есть, да, да. ну, американцы там были, в общем. А, а так вот, если сейчас наложить ситуацию на то, что происходит сейчас в Украине, ну, это же печально. Толпы беженцев, без крыши над головой, израненные души, глаза больные от того, что они видели с востока, да, там с юго-востока двигаются на запад. Киев уже небезопасный город. В Киеве тоже такие же глаза у людей, примерно похожие на те, которые там сейчас в районе Доброполья и так далее. Вот сейчас Доброполье показали недавно, там же кошмар. Нашли там одного захудалого деда, он-то говорит, ну у нас тут есть пятачок, там 2 дома, 3 дома, плюс-минус, ну как-то живем. Ну опять-таки, как живем? Ну понятно, без ничего, без света, без воды, но живем. А все остальное разбито, разрушено. Вот сейчас разрушают Киев, разрушают так же, как и там в районе передовой. Человека вычеркнули из этой войны, это понятно. Но есть ли способы, как этого человека в эту войну вернуть? Сейчас поставили Дропатова. Мы, кстати, с вами обсуждали эту фигуру. Ну, и я помню, на неделе с кем-то из экспертов сейчас вылетело, был такой вопрос. Ну и что? Ну поставили, и что? Ну, то есть, чего добился? Им уже говорят, наступающую армию. Мне говорят, так он всего там неделька, там, что там, неделька-две. Подождите, он же в обоими верхушке вооруженных сил Украины. Давно, не недельку. Ну, вот сейчас он главком, чего добился. И пошли первые сообщения, чего добивается. Перетрахивают, расформировывают, копошатся в подноготное вот этих штурмовых полков, типа Сырского, да, Скала, там 225-я, этот беспредел, подозрения вручают. Вообще, говорят, будем расформировывать, разгонять. И как бы вот рисуют вот этот образ, что вот сейчас аудит по численному составу, ловят каких-то там доходях, которые типа солдаты, но они строят дачу генералу. Это парадокс. Пятый год войны. Это в голодные 90-е так было. Генералу строили дачу. А сейчас пятый год войны, воюющая, такая интенсивность, такая численность армии. И начинают вот это все вскрывать, поднимать, как бы оправдывая Дропатова. Но ну, оправдывая назначение Дропатова, но оправдывая это, ведь очень можно быстро все потерять на фронте. Да, Тут да. шепнули, Юрий Анатольевич, что Суровикин возвращается в обойму. Но этот шепот уже давно идет. Еще, наверное, где-то я об этом слышал. Причем слышал от россиян месяца 3 назад.
месяца 3 назад, когда за Константиновку были бои. Вот. Вполне возможно. Но я скажу так, чисто на мой военный опыт, на Украине не только дефицит живой силы солдатской, будем так говорить, в армии, но и дефицит, колоссальный дефицит командного состава, командного звена. В свое время Леонид Кучма допустил колоссальную ошибку, такую же, в органах внутренних дел. Там тоже, как вспоминаю, сейчас не хочу фамилии называть этих генералов МВД, которые были еще генералами в советское время, украинской милицией в тот период времени. Но их тоже поувольняли всех, потому что, видите ли, у них вышел возраст службы. А на самом-то деле это были не просто опытные сотрудники, но и, скажем, люди, которые умели воспитывать, себе замену оставлять. На сегодняшний день Украина уже давно потеряла, еще сразу после Майдана, да, вот понятие того, что не имея вооруженных сил, достаточно оснащенных, и не только оружием, но и в первую очередь высокообразованных офицеров, командного звена, она теряет государственность. Потому что вооруженные силы и государство – это неразрывно связанные вещи. Как и остальные, кстати, органы государственной безопасности, там, разведки, полиции, службы безопасности и так далее. Но я сейчас говорю об армии. Вот опять же, вы правильно упомянули, я читал тоже где-то, что он там всего лишь неделю там и все такое. Ребята, в период войны каждый час, каждая минута на счету. Никто не дает главкому ни 3 дня, ни недели для того, чтобы принять дела и начинать отдавать соответствующие приказы и распоряжения по фронту. Это должен делать он с момента выхода на бумаге приказа о его назначении. Сразу же, тут же, если у него, конечно, есть достаточный боевой опыт, сила воли и все остальное, что должно быть присуще генералу и военному руководителю. Я не вижу, я говорил уже об этом, в Дропатом то спасение, которое может прийти для Украины. Вы говорите о возврате человека на войну. Такое понятие, конечно, философское. На эту тему можно говорить очень много. Я скажу так, что на сегодняшний день для Украины та война, которая сегодня идет на ее территории, это не отечественная война. Вот для России она скорее отечественная война. Для русских людей на Украине. А для Украины это не отечественная. Это война и навязана сверху, снизу, сбоку, справа, слева, откуда угодно. Вы посмотрите, как множится сегодня для Украины количество врагов. Это не только одна Россия на сегодняшний день. Это уже и на Западе сколько врагов у Украины. А тут еще и Иран на Ближнем Востоке делает жесткие заявления. Это что, отечественная война украинская? Нет. Украина просто является, ну, опять же, затертое такое определение шахматной доской для важных игроков в мире, политических игроков. И в первую очередь США и Российской Федерации. Ну, там еще, конечно, в какой-то степени для Европы. Все. Поэтому возврат, невозврат украинца на войну, или, скажем так, переоценка жизни человеческой для украинской власти, она не стоит сегодня во главе угла. Нет, абсолютно. Это расходный материал. Если в годы Великой Отечественной войны, да, мы много читали книг, ну, я беру свое поколение, читали книг о том периоде. Я, например, зачитываюсь сегодня книгами ведущих российских историков. Это Юрия Николаевича Жукова и Евгения Юрьевича Спицына.
Они сейчас очень много пишут об этом периоде, и особенно пишут много о периоде конца 80-х, начала вот этой Горбачевской перестройки. Как фальсифицировались документы в государственных архивах ельцинским режимом и Горбачевским в период военного времени с 41 по 45 год. Это очень интересные материалы, очень интересные книги. Что напишут украинские псевдоученые? Я знаю только одного ученого украинского, величайшего историка современности Петра Петровича Толочка, которого нет с нами сегодня уже в живых. Это мой был личный друг, мы с ним хорошо были знакомы, который написал такую историю Киевской Руси. До него еще никто так не исторически точно, скрупулезно не описывал все периоды создания Киевской Руси. Вот хотя бы в этом аспекте. Он не только по этому поводу писал свои исторические труды, но я именно говорю о Киевской Руси как о родоначальнике полноценного славянского государства здесь, у нас, на Украине. Причем те основополагающие труды его никогда не изучались в вузах на Украине. Они в годы вот этой постмайданной, я бы так сказал, вакханалии игнорировались, запрещались даже. Мы же понимаем прекрасно, для чего его было взято под домашний арест. Ученого, которому было уже за 80 лет. И по нему уголовные процессы шли. За что? За то, что он преподавал историческую правду, как историк, как материалист, который работал с летописями древними русскими. Вот за что его подвергали этой обструкции. Поэтому сегодня для режима Зеленского человеческий фактор вообще не имеет никакого значения. Абсолютно. Вот эти ТЦКшные собаки, я их иначе назвать не могу, дикие собаки, они еще больше будут активизироваться. Их также ставят в такие же собачьи зверские условия, как и остальных граждан. И чтобы выжить, они будут убивать своих соплеменников прямо на улице. Вот до чего дошло человеконенавистничество на Украине. Тут уже даже не идет, тут уже не идет даже речи о национальностях. Смотрите, может, это и есть слабое место? Ну вот если проанализировать. Я понимаю, что эмоционально, вот сегодня опять во Львове сообщение о том, что ой, в 7:30 утра отдал Богу душу какой-то мужчина, да, сам на себя наложил руки. Вот такое, ой, проверка происходит. Или в Смеле вчера, то есть там, да, Черкасская область, с ломиком, раз, и заходят, а там увидели, женщина одна в доме была, снимает их на камеру, быстро смылись, типа проверку объявляем. Там проверка, там же был вот этот рейд, вот это 100 ТЦК, ГБР прошли. Может, это и есть слабое место? Потому что, давайте так, я не поддерживаю ТЦКшников. То есть их поддерживают вот эти товарищи, но внутри же этой ТЦКшной среды тоже есть, это же украинцы, или это же не британцы, это же не какие-то там завезенные полицаи, это же вроде как украинцы, там же тоже должно созреть это понимание, что так, дальше продолжаться не будет, что усиливать мобилизацию, а это усиление мобилизации, то есть они же посрезали брони сейчас, да. Капитально, со всех подряд. То есть они раньше хватали, бронь есть, бронь нет, тебя заставят подписать все, что надо, или там
Ну, в общем, они вот там сейчас ходят, хорохорятся, вот там рэпера какого-то мужичка поймали, он там известный трек в интернете. Ничего страшного, ай-ай-ай-ай, понимаете? И вот он сейчас уже на полигоне, в учебке это все показывают, как какой-то путь, да, привязки там тебя к тому, что ТЦК рядом. Но внутри же ТЦК, внутри учебок, там же тоже не отбитые напрочь люди, там же тоже есть какое-то понимание будущего, и что все идет не туда. Да. Э, Я скажу так, по поводу вот этих ТЦК. Кстати, на эту тему много очень думал, глядя на вот эти ужасающие кадры, не только там вчера или сегодня, как только они возникли, эти ТЦКшники. Почему возникло, вот я всегда задавал себе вопрос, у Зеленского создание вот этих ОПГ, ТЦК? А потому что у украинского народа уже на второй год этой войны исчезло понимание смысла войны. Понимаете, в чем дело? То есть, если да, в первые дни мы с вами говорили уже об этом, были и очереди в военкоматы, там все действительно в едином порыве рвались, так сказать, защищать неньку, даже в гражданской форме одежды, потому что военной не везде хватало, чтобы переодеть личный состав. То на второй год уже все исчезло, и люди начали прятаться. А для того, чтобы их выковыривать, вот создали ТЦК. Абсолютно неконституционный орган. Абсолютно. Он вне закона, этот орган. Кроме всего прочего, уже даже не ответственность переложили не просто на ТЦК за мобилизацию, на национальную полицию, которая должна охранять неприкосновенность личности и правопорядок. Так национальная полиция сегодня еще хуже, чем ТЦК. Она травмирует людей, а порой даже убивает их, прямо не доходя до этих призывных пунктов. И опять же, ну, вы правильно ставите вопрос, как говорится, доколе украинский народ еще может вот это все терпеть. Не-не, не народ. Я ставлю вопрос, что там же, ну, понятно, там где говорят деньги, там еще. Вы говорите о каких-то тяжелых условиях, в которых этих ТЦКшников, людоловов поставили. А они находятся перед выбором. Они на самом деле, вот я знаю эту тему очень досконально, поверьте мне. Каждому ТЦКшнику в зависимости от его, скажем так, иерархической лестницы. Я такое, значит, грамотное, такое образованное слово подбер, словосочетание. В зависимости от иерархии, да, у них там есть тоже, значит, командир группы, ну и так далее. Я сейчас не буду на этом акцентировать внимание. У них есть индульгенция, освобождение от отправки на фронт. Потому что ты приводишь там за сегодняшний день 10 человек на пункт призыва, тебе продляют освобождение от отправки на фронт. Там разные сроки есть. Полгода, год, больше. Вот. Если ты не выполняешь этот план, ты идешь вместо них. Вот людям не оставляют выбора. Это еще одна такая мясоедовская, иезуитская, человеконенавистническая форма обращения собственных граждан, превращения их в животных. Вот в чем дело. Это же даже, ну, говорить не цивилизованно, это даже уже как-то несовременно, да? Это именно человеконенавистническая, нацистская форма обращения с людьми. То есть я избран, я могу вершить судьбы других людей. Это внушает вот этим ТЦКшникам. Если же ты не оправдываешь это высокое звание, которое тебе дал Зеленский, бесчинствовать на улицах Украины, значит, ты отправишься вместо них. Это вполне понятно. Ну вот есть же митинги с картонками. 5-7 тысяч человек маршем прошли вчера в Киеве. Видел. Ну так, Все еще... а где такие Они марши еще за вопят мир? еще о Федорове или что-то другое? О Федорове, уже? о Федорове. О Федорове. Ну, послушайте,
Помните, когда Яценюк начинал «Украина, вставай»? Мгм. Ну, вот я к чему это говорю, что, видимо, тех, кто ходят с картонками, да, но они еще кому-то понадобятся. И это будут не украинцы, и даже не украинские политики. Я думаю, что в какой-то, может быть, ну, их так держат про запас. Вот пусть они, так сказать, отрабатывают вот эти все свои маневры, как в свое время Яценюк с Украиной вставай. Там она долго длилась, я там не помню сейчас точно по времени, несколько месяцев, да? Они там вставали на Майданах, вот, в центре Киева. То же самое и здесь. Вот они еще ходят, там, вопят про этого Федорова, вот, а на самом-то деле Зеленский давно уже Федорова этого съел. Его возврат невозможен. Но здесь дело не в Зеленском. Опять же, это все влияние извне. Все влияние извне. Никто не ослабляет руку свою, держа ее на пульсе Украины. Там за океаном все четко очень все отслеживается. Какие процессы, чего хочет Зеленский. Ему идут на большие уступки в некоторых вопросах. Вот. Если он, например, ездит в США там, на похороны, он любит, понимаете, Зеленский любит обсуждать важные украинские вопросы на похоронах. То у там, Франциска, папы, то у значит, своего большого друга Линдси Грэма на похоронах обсуждал там с Трампом какие-то делишки, до сих пор непонятно какие, никто не освещает ни с американской, ни с украинской стороны, до чего же они договорились. Вот. И это все непростые процессы. Эти картонки просто так, они не появились как грибы в нашем украинском лесу. Это хорошо инспирированная акция. В первую очередь, конечно, может быть, даже со стороны того же Зеленского, он заинтересован в этом как светоча демократии на Украине. Мол, видите, у меня же есть различность мнений, люди имеют возможность выйти на улицы, и он этим бравирует, уверяю вас. И в Европе, когда ему тычут в нос, показывая вот это, он говорит, так это нормально, это проявление демократии, свободы слова. Ну вот. А с другой стороны, конечно, когда начинают выдвигать повсеместно односторонние лозунги, да, причем не против него, вот что интересно, я мало очень видел там на этом картонном майданчике лозунги «Долой Зеленского» или «Долой его фашистский режим». А там такие какие-то к третьему лицу обращаемые лозунги. Тоже все очень интересно. Россия. И прогноз на август месяц. Военно и военно-политический. Если попробуем сопоставить то, что мы слышали в последнее время от российской стороны, и то, что мы начинаем там слышать от американской, то, с чего я начал, Рубио, там, да, Трамп, который говорит, как бы, Патриот это хорошо, но главное, чтобы потом мы передали это оружие, а оно не Против нас. против нас не развернулось. Да-да-да. Понимаете, в чем какая загогулина? Ну, кто-то... Я понимаю, что Трамп, он вообще... И вы критикуете Трампа, и все критикуют, что он там... Он ляпает, что попало, языком. Ну вот, что попало. Но в этом же его изречении есть большая мудрость. И вообще у меня складывается впечатление, вот там, кто у него на ухе, есть одни, есть вторые. Причем вы видели этот фрагмент, где он это говорит? Да, Справа да, от него министр да, войны Хексет, слева, или наоборот, слева Рубио. да. На них лица нет. Вот явно, что кто-то на ухе посидел у Трампа другой. Ну, то есть, то они такие все были, подпрыгивали, такие все хорохорились, что один, что второй. Уитков, наверное. А тут он выходит и говорит, елки-палки, а против нас может использоваться это оружие. Так это же, Саша, это уже подтверждено фактами. Какими? Когда Дональд Трамп стал вот во второй раз президентом, да, хотя он говорит, что он в четвертый раз уже президентом был. Ну, это ж опять же из того разряда, что вы сказали. Говорю все, что хочу.
Это же он озвучил впервые, что те противотанковые системы, как они, господи, Джавелины. Джавелин, да. Вы что, забыли такое? У нас детей называли Не джавелинами. говори, я просто, это грешно с моей стороны. Да. А как они у наркокартелей мексиканских оказались? Мы им туда не поставляли их, мы только поставляли на Украину. Вот в чем дело. То есть правильно Трамп говорит, вот здесь, говорится, я это говорю абсолютно открыто, что он предполагает в дальнейшем торговлю этим оружием с другими нежелательными для Соединенных Штатов режимами. Вот в чем дело. Не просто против того, что, скажем, украинский режим, любой там, Зеленского или кого-то другого, будет сбивать американские самолеты. Нет, не поэтому. А именно потому, что украинские политики продажны. И они будут продавать эти патриоты, если даст Бог, или лучше не дай Бог, чтобы они производились для Украины. Хотя, конечно, этот вопрос очень сомнительный. Ведь произвести такую ракету, это, простите меня, не картошку поджарить на сковородке. Это нужны технологии, это должны быть производственные мощности, колоссальные деньги, ну и так далее и тому подобное. Одна ракета Patriot PAC-3 стоит 250 тысяч долларов. Это колоссальные деньги. Поэтому это все за гранью фантастики. Я не считаю это серьезным вопросом. Когда Трамп пообещал Зеленскому там продажу лицензии на производство этих ракет. Ну что это несерьезно. Ну, Юрий Анатольевич, Поэтому его называют болтуном. я буду с вами, ну вот, в финале нашей беседы сегодняшней немножко спорить. В каком плане? Это ведь раньше, время-то идет, все же движется вперед. И причем самое интересное, что я достаточно консервативных взглядов. Ну, тоже. Я не считаю, что если ты взял какую-то британскую ракету или арабско-британскую, да, и сделал корпус из плексиглаза какого-то или из какого-то там, не знаю, непонятного пластика и отправил, что это будет точно такая же ракета по мощи, по разрушению, но тем не менее. Но технологии-то идут вперед. Вот буквально только за сегодня два момента. Вот этот Бескрестнов, это флеш, который советник бывший Федорова, сейчас советник Зеленского, публикует фотографии странных российских дронов. Представляете? Очень уж напоминает вот эти дроны «Лютый». Один в один, ну, по корпусу. То есть все россияне применяют. Представляете? То есть идет как бы совершенствование. Они видят, чем по ним стреляет Украина. Они себе такое делают. Илон Маск, который там раздавал интервью и там рассказывал, какие работают Старлинки, не работают. Ну вот вам, пожалуйста, уже публикуют профильные военные каналы о том, что ну там часть спутников, какой-то спутник сгорел, рассвет российский, рассвет, какой-то сгорел, какой-то не сгорел, ну там 40 вывели на орбиту, будут еще выводить. Ну вот, пожалуйста, пару часов над Украиной просматривается все через российские спутники наподобие Маска. Параллельно с этим эти спутники, во-первых, они на другой высоте, но они могут снижаться и уничтожать спутники Маска, блокировать, уничтожать. Китайцы с этим работают. Есть новое оружие электромагнитное. Короче, все как-то, знаете, идет. Пока тут украинцы гибнут, в их дома прилетают ракеты, дроны. Все как-то вот идет. Так может в этом весь глобальный смысл войны? И она остановится, когда будет вот этот паритет? Но опять-таки, паритет кого и с кем? Вот как бы вы ответили на этот Паритета вопрос? не будет никогда. Почему? Потому что всегда в любой войне победа или поражение как раз наступает потому, что отсутствует паритет у одной из сторон. Вот в чем дело. И в этой связи хочу сказать, что да, вы правы, абсолютно правы, что научно-технические разработки в совершенствовании вооружений
любых вооружений, они сегодня идут просто такими семимильными шагами. Но вы так осторожно намекнули, что, мол, Россия у кого-то тырит технологии, да, и под украинские дроны делает свои. Ну, послушайте, это смешно. Вот. Когда-то говорили о том, что автомат Калашникова, да, сам великий конструктор, русский конструктор Калашников украл у немцев там. Ну, Это, это же, это сейчас говорит этот ну, Фейгин. ну, ну, пусть Фейгин говорит, говорят, это говорят алкаш дилетанты. Калашников спер Это дилетанты чертежи. говорят, Понимаете? еще раз говорю. Потому что у того оружия, которое было у немцев, нет ничего общего с автоматом Калашникова. Особенно там, кстати, автомобиль «Волга» тоже советский, старый, ГАЗ-21, был тоже похож на какой-то там «Покарт». Но это же принципиально другой автомобиль. Поэтому говорить так, что россияне взяли технологии Украины там, или чей-то там другие, там, Британии, и сварганили свои собственные беспилотники, похожие на украинские, ну, это не совсем правильно, мягко выражаясь. А то, что действительно, вот вы правильно говорите, что даже у украинской стороны появляются довольно совершенные методы ведения войны. Это правда. Без Запада у Украины ничего бы не получилось. Пока что на сегодняшний день, повторяю это в сотый раз, военным тылом для Украины является Европа. И заводы, например, по производству такого вида вооружений, как беспилотные летательные аппараты, всех типов абсолютно, всех современных типов, производятся не на Украине, а за ее пределами. Даже в той же Литве, даже в той же Польше, даже в той же Великобритании. А на Украине такие виды не производятся. Слишком опасно, слишком это Так и чего? нерентабельно. А чего Россия тогда не берет? Ну, Зеленский говорит, что берет, и там трагедия была в Кривом Рогу, упала ракета, семья погибла многодетная, и Зеленский заявил, что это выяснили северокорейская ракета. А что тогда китайцы не продают России оружие? Почему северокорейцы продают, ну, я так понимаю, там точечно? Почему там другие страны? Ну, раз как бы все флаги в гости будут к нам на эту войну, я имею в виду, да, почему тогда этого нет? Саша, дело в том, что мы с вами обсуждаем такие важные вопросы государственной важности на очень низком уровне. Мы не можем знать всего того, что есть у Российской Федерации. Говорить так тривиально, что Россия могла бы заполучить что-то у Китая. Ну, послушайте, я знаю, например, что было в открытых источниках, что россияне поделились секретом создания гиперзвукового оружия с Китаем. Это факт. Россия поделилась. Значит, сегодня, после последнего визита министра иностранных дел КНДР в Москву Цой Сон Хи, уже принято решение о том, что в Российскую Федерацию будут поставлены опытные образцы ракет типа «Хвасон» в Российскую Федерацию. Я понимаю так, что эта инициатива была прежде всего КНДР. Опять же, Россия не нуждается в таких ракетах. Но корейцам интересно испытать их в боевых условиях. Тут очень разные подходы в этом плане. Нельзя так одномерно воспринимать торговлю или там перекочевывание того или иного вида вооружений между странами-сателлитами. Нет, я с вами согласен. Сейчас как здрасте, а давайте продадим друг другу оружие. Да, 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 да. Да, То есть ну, это война. Война здесь, как говорится, может быть все что угодно. Вот я еще допускаю, как аналитик, что корейцы не ушли из Украины. Они еще будут там. Те 13, ну так говорят, 13 тысяч, которые воевали около этой цифры в Курском приграничье, может быть удвоено еще. Ведь Россия запланировала, вы спросили, кстати, о планах, а я не ответил. да. Я не знаю этих планов, но судя по последнему заявлению Владимира Путина, где он выступал перед депутатами Государственной Думы в Георгиевском зале Кремля,
И помните, ему там сказал, по-моему, говорят, это был генерал Шаманов, он нынешний депутат Государственной Думы, смелее надо действовать. Россия планирует к концу года полностью освободить Донбасс, выйти на границы ДНР и ЛНР. Ну, ЛНР уже, в принципе, вся под контролем Российской Федерации. А теперь идет речь о ДНР. А это значит, что планируют все-таки к концу года. Каким способом, опять же, неизвестно. Но, скорее всего, усилением военным влиянием. И будут очень жестокие бои за тот же Краматорск, Славянск, Дружковку. Это будут страшные бои, страшные потери. Поэтому иностранное влияние, иностранная помощь для России здесь будет очень важна. Почему бы и нет? Я допускаю такое. Меня даже, знаете что? Я уже говорил как-то в одном из интервью, очень интересует судьба договора о коллективной безопасности, ОДКБ. А ведь он не работает на сегодняшний день. Абсолютно. То есть ни одна страна ОДКБ, кроме Беларуси, не предлагает России помощь. Вот в чем дело. А зачем тогда нужен такой договор, если Россия сама справляется? Ну, хотя бы, я говорю, из чисто дипломатической вежливости, да, к примеру, тот же президент Казахстана, да, который сегодня себя очень свободно ведет в своем мнении, как президенте суверенной страны, по поводу того, может ли он быть посредником, например, в урегулировании украинского вопроса. А он говорит, а я не хочу быть посредником. Так а зачем ты тогда состоишь в ОДКБ? Тебя же не просят военной помощи. Будь просто посредником, третейским судьей в переговорах между Украиной и Россией. А я не хочу, говорит. Понимаете? Вот поэтому те государства, которые все-таки являются подлинными друзьями, хотя в политике друзей не бывает, но я уже старый советский термин употреблю. Те, кто являются подлинными друзьями для России, те будут себя проявлять тем или иным образом. Это и Китайская Народная Республика, и КНДР, и Вьетнам, и Беларусь, и так далее, и тому подобное. Вот. А все остальные республики бывшего Союза, к сожалению, на сегодняшний день только лишь являются такими формальными союзниками России. Особенно в сфере нефтегазовой отрасли, Чего? энергетической сфере. Помидоры. Ну да, это что же стратегический товар, а как же? Конечно. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Мудрости и терпения. Всем всего доброго. Друзья, спасибо большое, что посмотрели это видео. Небольшой перерыв в выпусках ожидается, но точечно, понемногу все обязательно вернется на круги своя. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.